Let's go. Так, что тут по связи? Трансляция началась. Стоп, подожди, она... А, все видно, все видно. Все. Обманула меня трансляция. Так, вроде нормально. Окей, в прошлый раз мы... Ким, что? Ким, все хорошо? У него блокнот летал. Подожди, я мог приблизить? Да, я мог приблизить. Ладно, не приблизил. Так, в прошлый раз я поговорил с Классией, я поговорил с Итом Харди. Мы разобрались в всяких моментах. Нам нужно искать вроде как Руби. Так, надо опять поиграться со шрифтом. Он опять сломался. Так, X. Все равно сломанный, какого фига? Так. Так, с тобой я не хочу, спасибо мне. Мне вообще не нравится свой диалог. Я за кадром его просмотрел. Активный инвентарь закрыть. Мое, это так раньше было? Ладно, окей, неважно. Так, с Титом Харди мы поговорили, что у нас по заданиям. Я сейчас еще чат на телефоне открою. У меня был виден передо мной. Так, вот. И звук выключить не надо, это звук. Все. Я тут. Так, поехали. По заданиям. В прошлый раз у нас стали задания. Поспрашивайте Руби о деревне, Руби в деревне. Определите, откуда был сделан выстрел. Найдите буй, в котором говорила классе, и исследуйте его содержимое. Поставьте 9 подписи, найдите орудие убийства. Найдите перчатки, найдите свою геральдическую птицу, найдите Морелла криптозоолога. Потом сделайте стену прекраснее, это я знаю, как сделать. Так, узнайте информацию в серийном номере. Точно, мышь. Да, вспомнил. Так, нам нужно... Мы все. Нам нужно точно. Сейчас бы забыл. Надо вот это вот сделать. Inside, you see a set of steering levers, a radio microphone, a pull-out toolbox, and the soft glow of... This is Precinct 57. How may I assist you? Yes. Oh. It took some convincing, but I got the mercenary's name and a few biographical details. Are you ready? The lieutenant leans in to listen, notebook in hand. That suit of armor was issued to an Oranese citizen named Elysium. That's E-L-L-I-S K-O-R-T-U-N-A-I-R. Exact date of birth unknown. He was signed into the Lelystad County Neonatal Care Unit on 28th of February 09. He was found as a newborn in a leaf compactor near an abandoned farm. He spent 4 months in the neonatal unit, survived apparently, and was assigned to a foster family at 2. Нормально, конечно, его кинули в неонатальном отделении. This is what the ICP knows about him. He was raised by foster parents, entered the East Brand Military Academy in Vredefort at 17, then served in the Oranese forces till he was honorably discharged in 41, just a year before the Seminole conflict. Then the armor followed him to Seminine, or at least I assume it did. And that's it. There are no records of his employment in Crenel, or any of its other incarnations.
or him even entering Revachol. Стоп, а где его нашли в прессе для листьев? Известно что-нибудь о его приемных родителях? То есть Корнелли его связывает только броня. Корнелем его связывает только броня. Ну теперь у нас есть его имя и послужной список. Так, стоп, его нашли в The пресс-релизе. garden tool is to press leaves into these cubes. It's a detail the hospital had, the only detail in these files. So I thought it would be good for you to know. It is. Thank you, Alice. Известно что-нибудь о его приемных родителях? None, officer. Sorry. То есть с Корнелем его Even связывают так. that is a small miracle. These organizations usually double-check their inventory. Thank you, Alice. Great work. No problem, Lieutenant. Кажется, он довольна. Lieutenant Kitsuragi. Not bad. Ну теперь у нас есть его имя и послужной список. Name. This is very good. Elise Cortenard. Бормочет под нос. Sometimes police work is about human dignity, about giving back names to anonymous victims. I'm glad the inquiry was helpful to your investigation, officer. Did you have any other questions? 41 давай. 10-4, come in, officer. Over. 10-4, sir. Sorry, but I'm under orders to give a negative to request for personal information. Over. То есть ты не можешь ничего сказать про меня, но я это я. 10-4. Orders are still orders. Anything else? Over. Окей. Roger that. 10-10, over. Так, окей. Что у нас тут? Надо еще понять, кто одежду сложил в мусор. Хотя у меня есть предположение, что это вот тот фашист, который там живет в том доме. Так, поспрашивайте Руби о деревне. Подожди. В деревне Руби. Нету ничего. Кстати, подожди, я ж могу... где инвентарь? Я ж могу взять вот это. It's the ledger you found in the trash. A cabbage of papers hanging from the Снова board. полистать. With the permeables, it Так, takes about нет, half an это hour. нет. Not much as arson, petty theft, spousal abuse. Handwritten logs on dozens of investigations date back to January 51. Stamped, you don't exactly close them, so much as distance yourself from Тут the... ничего. Так, это подожди, надо точно посмотреть, все ли я сделал. Найти буй. Буй. Ждите, откуда пусть. Блин, она говорила, к западу от пирса где-то в тростнике есть буй. В нем хранится поддельные документы мисс Аранской. Да, она, по-моему, Катажина Аласия, по-моему, как-то так она говорила. Найти перчатки из брони, из комплекта брони найти. Ну, нам... По-моему, Синди нам говорила то, что броня где-то какой-то девочки. Но какой она не сказала. Ладно, настало время теперь общаться с людьми с другой стороны этого залива. Я там вне стримов посмотрел, какие персонажи тут есть. Я про них ничего не читал, я просто взял на превьюшку одного из персонажей. Так. Как туда попасть? Тут можно лодку посмотреть. Дно лодки недавно просмолили. Так. Я сюда не ходил еще. Что это? О, деньги. Закрыто. Отсюда невозможно заглянуть внутрь здания. Да, непонятно, что там. Текст на указателе невозможно прочесть из-за нанесенных поверх граффити. Детали рассмотреть сложно, но цвета теплые и приятные, очень уютно. Вниз камень, там, пацан. Кладка для цветов, в которой ничего не растет. Катка, вернее. Может весной.
блин, грёбаный шрифт. Что я взял? Букварь для малыша. А, ну ясно, для меня специально. Так, игра, позволишь мне взять какой-нибудь предмет, чтобы у меня ничего не было сломано? Плюс 65 реалов, вот. Теперь все будет нормально? Строительный материал. Кто-то явно бросил строительство в спешке. Вот, 45 реалов и магний. Вроде нормально теперь пишут. Пьяница какие-то, бутылка. Так, тут надо сначала... Кусты слишком густые и колючие, не пробраться. Ага. Так, товарищи, пока мы с вами не общаемся, я пока просто шарю территорию. Точила порядком истертая и покрытая ржавчиной. Так, сейчас, секунду. Белые занавески плотно задернуты, не дают заглянуть внутрь. Шлакобетонные блоки, покрытые сажей, импровизированное костровище, журнал для розжига. Что от меня хотят? Так, сейчас, секунду. Так. The worn and beaten wooden Правильно. planks on the bench do not look overly comforting. We can sit on benches after we've solved the murder. Let's go. Как обычно, Ким в своем репертуаре. То есть что пишет? Нет, никто ничего не пишет. Поехали. Штаны. Вот, нормально уже пишет. Так, подожди, штаны. Можно их одеть теперь. Королевские штаны моралиста. Так что значит это? These are some wonderfully regular pants. Not too tight, not too loose, moderate in every sense. You'll blend right in at some pleasant dinner party. Люблю все обычное и нормальное. I know you do. These inter-Isolari pants are like wearing a perfect compromise in your nether regions. No one will call the moral intern on you like this. That's you're a little more moralist now, buddy. A little more normal, even if you didn't want to be. Makes sense? This is what wearing boring office trousers does to you. Спасибо. Так, я одену обратно свои. То есть у меня самообладание было, да? Да, блин, хватит мне писать. Внутри покрытые пылью простыни, высохшие тюльпаны на кровати. Так, внутри того сарая я был. Кстати, там рядом с товарищами деньги какие-то валяются. Там еще бутылки, наверное, можно собирать рядом с ними. Это пьяницы какие-то. Здесь я был. Выстрел не могли сделать отсюда. Деревья мешают. Я что-то коробку эту раньше не заметил. Так, здесь я был. Сделать нечего.
Так, ну я, наверное, локацию сначала пробегу просто полностью. И потом буду уже с людьми общаться, потому что так будет лучше. Так, дамочка, здравствуйте. А, это оказалось эти рыбы? Нормально. Франко, какие-то сапоги. Плюс один восприятие, вид сверху. Чего? Так, мои туфли что делают? Плюс самообладание и эквилибристика. Минус. Тут восприятие. А эти дают... Ну, давай я в кирзачах похожу. Бутылка. Еще деньги. Оба. Доски скрипят по твоим телу, по твоим весам. Вау. Привет, дорогая наша Джойс. Лестница ведет к косяку рыб, снующих в водорослях. Так, ну с Джойс не грех поговорить. Она оборачивает якорный трос вокруг пала. Hi, ma'am. And it's a jetty, by the way. Of course. Jetty. I prefer a good jetty to appear any day. Jetty. Something about the way she says it makes you want to sing. Причал. Oh, jetty, oh, jetty. Печально произносит она в ответ. It's good to see you here, detectives. I only just arrived myself. What brings you here, madame? Nothing, really. I've had my eye on this jetty for weeks now, so I decided to investigate it personally. This cluster of buildings isn't on any of the official maps, as far as I can tell. That. And she's also keeping an eye on you. Вы что, шпионите за нами? Spying has such a negative connotation. I did track your progress along the coast, however, and decided I would be better able to assist you from here. Then there's the matter of that little scamp in old lady clothes. She threatened to paint the cordelate she read. Like blood, you see. Well, I like it the way it is. White. Белый. What is this? Destruction of property, hooliganism, elder abuse, and who is this scamp anyway? Давай. No need. Lillian and I are getting on much better. For one, she appreciates the concept of Lillian? rent. И как вам здесь? How do I like it? Направляет взгляд в сторону деревни, на стенах из шлакоблока тает мокрый снег. Полуготовые здания, строительство которых было заброшено десятки лет назад. Water drips down eaves of Eternite. The jetty below her feet creaks to the tune. The smell of salt and dog shit in the background. It's pornographically poor. The street has no name. All the men are dead or missing. And is that the carcass of a motor carriage over there? Huh. I'm surprised that woman hasn't put me to the sword yet. Maybe she will. You should ask your questions while you can. Dark eyes survey the coast leading up to Martinez. Dull grey metal rests in her scabbard. A sword. The wind is too loud for her to hear. Fortunately for you, madame, the RCM is on the scene. All right. Politics time. Let's react. Real men, real politics, real thoughts in your head. Вы правильно боитесь, это все ваша вина. Вам ничего не угрожает, шепотом рабочий класс не имеет ни малейшего понятия о происходящем. Постарайтесь не бояться, просто именно так и выглядит реальный город. Это место в любом случае обречено. Промолчать. В данном случае, блин, мне вообще хочется помолчать. Вам ничего не угрожает. Рабочий класс не имеет ни малейшего понятия о происходящем. Постарайтесь не бояться, просто именно так и выглядит реальный город.
Это место в любом... Давай это. Maybe. Она опирается на перила, поднимает глаза к серому I небу. told you how they discovered this place. Ветер усиливается, и полы дождевика разлетаются в разные стороны. Эту рыбацкую деревню, этот остров, эту Изолу. Изолу? Yes, in Cielinde. Нет, вы мне не рассказывали, как ее нашли. Well, your condition has left you no worse off than most of these people. The literacy rate is around 45% west of the river. 50 years of occupation have left these people in an oblivion of poverty. Забвение это в моем духе. 45% как раз в моем диапазоне, но все меняется к лучшему. Давай. I knew you would sympathize. Most Revacholians will never know what this place means. Our home. This island of matter. Or why they were ferried over in the first place. Remind me to tell you one day. For now, how can I assist you in this new location? Скажите сейчас, у нас есть время. Тогда поговорим о чем-нибудь другом. Давай. Do we? I hear you have singled out a suspect and are in pursuit. This is cause for cautious optimism. I would not want to delay you. Maybe there is something else I can assist you with while you're hot in pursuit. Так, подожди, пока... You're back. Good. What can I help you? Пока не о чем. Ладно, окей. Так, вот эту зовут Лилиан, я так понял, или как она там ее назвала. Пока я не буду с ней говорить. Я просто с Джойс поговорил, потому что у нас с ней все диалоги, в принципе, уже внутри раздается уютное потрескивание какого-то нагревателя. Подожди, дверь. На двери есть тоже зеленая штучка. Так, стоп, подожди, зеленая штучка это прям... А если на нее наведу? Окей, это надо было попасть на нее. Здравствуйте, мада... Блин. Давай сохранюсь. Надеюсь, там немного сейчас не будет диалога. Женщина рядом с тазом для стирки напевает себе под нос странную мелодию. Глаза ее закрыты. You're not sure about the melody, but it might be South Samaran, possibly Sigayan, also known as the apricot suzunti. Welcome to the fishing village. Please lean in closer. I have cataracts. Она открывает глаза. Печально, бабушка, печально. Если вы ничего не видите, откуда вы знали, что я здесь? Что если не так наклониться? Welcome, police officer. We don't cause any trouble around here. And we don't want any trouble either. We are not here to cause any trouble, madame. В самую точку, мы полицейские, мы не создаем проблемы, мы их решаем. Мы копы, предвестники хаоса, пиф-паф, ай-яй-яй. Oh, of course. Last time we saw you around here was 12 years ago. You also came to take care of trouble then. Wish you did. But still, in Martinez, you're considered an ill omen. О каком дурном предзнаменовании идет речь? Погодите, я был здесь ранее. Я без сомнения дурное предзнаменование. Почему мне никто не сказал, что я считаюсь дурным предзнаменованием? Погодите, я был здесь раньше? Not you personally. I meant the RCM. Some of the men got into a fight. One of them killed another. Locked himself in that woodshed over there. Это какое-то дополнительное побочное задание с расследованием дела 25-летней давности, да? He was boarding, needed some help opening the door. You got it open for him and took him to think about what he'd done in a more secluded place, somewhere more quiet. She says it as if he was on some kind of spiritual retreat. О каком дурном предзнаменовании? The usual. Dark tidings. Black hound.
That's you, all right. A black hound licking your own heels. Почему вы мне... Ну, вот это последнее. Maybe they are afraid. Because you're an ill omen. But you're still welcome here. As long as men with guns aren't chasing you. And maybe even then. Because that's the kind of fishing village we've built. I'm sorry there's not a lot of room to park the motor carriage. And not a lot of houses. Or a lot of people. My kids are long gone. Searching for treasure. So are others. Понятно, бабушка. Ah, look at me ramble on. What brings you to us? Не видели ли вы где-нибудь на побережье рыжеволосую женщину по имени Руби? Где здесь можно остановиться? Что находится в этой рыбацкой деревне? Что есть дальше по побережью? Расскажите о себе, кто вы. Давай по порядку. Вы не видели Руби? Nay, I haven't seen anyone lately. Ладно, но вы знаете, о ком я говорю? This is my little cinder block town. I know what goes on around here. She's being evasive. She knows something. There Понятно. was a murder in Martinez. She might be a suspect. We would appreciate your help. Would you now? I know how this world works. And it doesn't work when people tell on each other. Что за носы, ни к чему хорошо. Вы ведь что-то знаете, мы здесь, чтобы помочь. Это как с тем парнем, который заперся в сарае. Нам просто нужно помочь ей выбраться. Это не имеет отношения к профсоюзу, вам не стоит волноваться. Да, второе. No, it's not like that, man. With him we called you. Right now, you just arrived by yourself. Like a raven plucking at the window glass. Ясно, вы что-то знаете, но не хотите нам рассказывать. Ладно, но если мы найдем что-нибудь подозрительное, то вернемся. Да, первое. There's not much to tell. People come and go. Now, was there something else? I see, ma'am. I hope you don't mind if we look around anyway. Ruby was here. You know it. Где здесь можно остановиться? Что находится? Давай. Stay? Most people here are trying to leave. That said, if lodgings is what you're looking for, I've got a free room in the shack. Угу. Серьезно, бесплатное жилье? И сколько просите? I won't charge you for it. Take it as a gesture of goodwill from the village to the RCM. Погодите, вы дадите мне в ней пожить просто так? Я не уверен, что офицер РГМ имеет праве принимать такие предложения. Если один парень Гард, мне приходится ему платить каждый день, просто чтобы не околеть на улице. Хорошо, я согласен. Погодите, вы дадите мне пожить не No просто one is так? using it, and God knows it's not much anyway. You can stay there. Я не уверен, что Oh, такое предложение. It's your choice. No skin off my teeth. Погодите, а почему никто не My пользуется? kids grew up and left like they do. The house is long empty now. I live in the small side attachment. It's easier and cheaper to keep warm. Еще раз уточню, просто могу взять и занять комнату? The room is pretty bare bones, but it's got a bed and roof over it. That's more than some folks have around here. Это вполне может стать первой главой из моих мемуаров из «Грязи в князе». Вот это настоящее ревашольское гостеприимство. Гард, наверное, наполовину кипит. Или вроде того. Жаль, что точечная застройка не вывела этот район на новый уровень. Здесь есть потенциал. Мне много не нужно, так что ваша комната, думаю, подойдет. Давай. Any day now. I'm sure of it. Are you interested or not? Что? Sire, she doesn't believe things will ever improve around here. Ладно, давай получить. Don't make an old woman regret opening her house to the police. Она извлекает ключ из складок передника и отдает его Well, тебе. if you are not in the hostel in the morning, I'll know where to find you. Here, in a shack.
He's a little relieved you're no longer in that room. Он чувствует небольшое облегчение от того, что ты сидишь в той комнате. Учит... This environment encourages one thing and one thing only: drinking. Учитывая, что я в тот день тогда Гарта развел на то, чтобы не чинить номер, и живу просто в собачнике каком-то, то да. А не торопится ли он? Здешняя атмосфера способствует только одному пьянству, да? А что находится в этой деревне? Just us. It's barely a village anymore. We almost don't exist. Как это? This is pretty much a non-place. A gap, a blank spot on the map, just a cluster of nameless shacks on a nameless street. The place is so pornographically poor, it's not even funny. Это место просто вызывающе бедное. Ну, что-то же здесь должно быть, скажите. Кто еще живет в этой деревне? А можно здесь чем-нибудь подзаработать? Ну, что-то же должно быть. Over there, you can find more of the same. Shacks and trees growing wild. That's the pox. Язва? Что это? An old military hospital and its surroundings. Or it used to be, during the time of the suzerain. After the war, it was turned into a goodwill hospital for shell-shock veterans and folks looking for some quiet in the old sanatorium. Now the area is crisscrossed with nameless streets and makeshift cinder block houses. Shacks as far as the eye can see. Что случилось с госпиталем? The goodwill ran out. The staff left and the place was shut down. It's long gone by now. Так, кто-то что-то пишет в чатике? Нет, никто ничего не пишет в чатике. Ладно. Так, благотворители закончились. А кто еще живет в этой деревне? There's Lillian and her kids. A few new folks live in the house to the east, but they are away right now. Она кивает на противоположную сторону двора. And then there's the drunks. Not a pretty sight, but there's little we can do about it. Home is home, even for them. Какие еще алкаши? Sooner or later, you'll see for yourself. Don't have to look long to find these guys. Я уже видел, да. А можно здесь... Нет, это место просто The вызывающе lack бедно. of wealth is the one thing we've got in abundance. It's cold, simple. Riddles. Fits with the general ambiance here. Сухо отмечает лейтенант, оглядываясь по сторонам. Aye. Sometimes it's as though I'm also gotten lost inside this nameless nothing. Давайте, я тоже потерялся. It seems to be a common theme these days. Думаю, я как раз на пути к тому, чтобы снова найти себя. Может мне и не нужно находиться. Просто перееду сюда и исчезну навсегда. Давай лучше вернемся к разговору. Так, первое. Isn't that what people always think when they are lost? Something I can do for you to find your way, officer? А можно здесь на чем-нибудь подзаработать? For you? No, officer. The only money we have here is some coins the drunks tried hiding from their women and then forgot about. Under carts, boats, in little boxes. It's not hard to find. Ладно, я хотел бы обсудить еще She кое-что. nods, rinsing another piece of cloth. Что дальше по побережью? Not much. There's the abandoned church, the Dolorian Church of Humanity. It's been there since before my time even. Доларианская церковь. Блин, говорили про какую-то... Про какое-то божество... Нет, не божество там, ладно. Почему она заброшена? Some things just don't fly, officer. Look around. Who'd go to church here? They built it 300 years ago. Must have been nicer then.
So, they don't hold services there anymore? The Ecclesiastes? No, we've tried, but things just keep happening. Crime, accidents, other things. The place never stays open. It's a pity. It used to be such a nice church. She's not telling you all she knows. Keep her talking. У меня такое чувство, что вы что-то не договариваете. В чем еще дело? Что еще есть на побережье? Before you get to the church, there's some ruins, an apartment complex, or some kind of electrical plant. Так, Run-down bunch of houses, empty. так что это, квартира или электростанция? I don't know exactly. A pre-war place. It used to be something. Before the war. I wasn't here then, you know. Was born in Samara. Еще что-нибудь Of примечательное? note, the old fish market up on the boardwalk. But it's closed. Почему? Кому придет в голову ходить на здешний рыбный рынок? Это все на... Так, No one. That's why it's closed. It was once a bustling place, back when I was young, and so was everyone else. мгм. Now, what catch we do bring in goes straight into a lorry for the Delta or somewhere else. Это все на побережье должно быть что-то еще. What? You're one of those real estate people with big plans? If you want a development opportunity, look, used to be a supply depot. We think, sending goods and ammo across the bay. It's jam shut though. We tried to get in, see if there was anything to sell or scavenge, but it's impossible. And now you know everything there is to know about this coast. Расскажи, кто вы? Me? No one. Just an old washerwoman. Mother called me Isabel, if that's what you're asking. And my married name is Sadie. Now it's your turn, Mr. Лейтенант дважды ефрейтор Дебуа. Горе Дебуа. Quite a handle you got there. So many titles. One of them double. She's got a couple of ranks herself. Honored chief and so on. Так, я не хочу. До свидания. Я не хочу разводить на деньги, ну, на застройку. Просто, учитывая то, что я тогда прочитал в конверте, такое себе. Так, подожди, я могу зайти в дом. The door has seen better days. The layer of paint has started to peel off due to the salt and wind from the sea. Even the lock looks slightly rusted. Отпереть. I'll wait outside to give you some time and privacy to check out your new living arrangements and look for any signs of Ruby. But just so you know, after we are done with the day, I'll still be staying in the whirling in rags for the night. We'll meet in front of the shack in the morning. The key turns with a satisfying click. You can enter the shack now. Зачак now. Так, погнали. Сколько здесь точек, интересно. Половицы скрипят у тебя под ногами. Ну, вот этот раз я слышал, как они скрипят. Блин, а здесь нормально так. О. Венжачок. Логика, шаг и мат. Концептуализация. Ух ты, ё, какой я. Ладно, давай пока так походим. Из окна видны волны, море и церковь. Старые научно-фантастические журналы, книги о наблюдениях за птицами, альманах 1939 года. Так, это что? Хитроумная установка, испускающая приятное тепло, тихо гудит. As you look at the floorboards in this corner of the shack, it's clear one of them isn't quite level with the others. The edge of a floorboard next to it looks scratched. Двинуть All the половицу. space underneath the floorboards is dark and damp. You can barely make out the mixture of sand and sawdust below. Что у нас тут такое? Nothing particular catches your eye. Looks like more reeds.
There might be something hidden inside the Копаться sand. в песке и опилках. You stick your hand in and start combing through the sand. Dry, not like outside. Fine dust. And then, something hard wrapped in paper. Что A это? small cylindrical object. You pull it out. A bullet. A Пуля. 9mm bullet, to be exact. Fit for all muzzle loaders of that caliber. Этот патрон подходит для казнозарядника? Вроде того, что было орудием убийства. Floorboard isn't interested. Maybe the washerwoman is. You have enough to confront her with. It's extra ammunition. She's locked and loaded, ready to fight some cops. Holding the bullet, you get the feeling this isn't ammunition against you. It's for herself. Так, подожди, а можно мне почитать про эту пулю? Стоп, подожди, где она? А где пуля? Вот патроны. Мне ж вот здесь патроны. Количество патронов 2. 2? Офигеть, а где я еще один находил? Ладно, неважно, где-то находил второй патрон, но не знаю где. Это что за краска и... On the бритва. table, you see a bowl of water, a rough soap, and next to it, a small hand mirror. A straight razor soaks inside the wash basin. Побриться, правильно The решил? water reflects back a vague image of your face. Nose bulbous and red, hair unkempt, wrinkles lining the eyes and forehead. The stash is gigantic. A fresh start looms ahead. Clean yourself up and be born anew. Не надо. Не хочу. Еще. An old mirror hangs on the Зеркало wall. то же самое. You see the reflection of your face in it. Кровати могу изучить? The bed is comforting, if Ну понятно, да, все. Я здесь все нашел в этом домике. Настало время разговаривать с женщиной этой. С прачкой. Сизи она называлась, или как она там? Our tenant, the policeman. I hope the waves don't keep you up at night. What can I help you with? Damn that girl. Тихонько бормочет она. without anger. A long and harsh life has taught her not to buckle under pressure. A bullet? Она поворачивается к тебе и едва заметно кивает, а затем поворачивается к You прачке. didn't put it there, did you? Gone and hid things in there? She's usually a good tenant. And not a stupid one either. Вы сдали ей комнату? Yes. I let my room to that Ruby girl. После долгой паузы, выжимая какую-то тряпку, ее руки погружены в воду, которая плещется на края таза. As I've done before when she's been in trouble or just looking for solitude. I've made it clear. We welcome all kinds of people here. Когда это She было? came last Friday, left on Monday in a hurry. What has she gotten herself into, that girl? Так, She погоди. seems genuinely worried about her previous tenant. She's seen her hiding out from trouble before. But this seems different. That's for the police to find out. Right then, please answer each question to the best of your ability. I'm sure we have a few. Вы сказали, она ушла в понедельник. Комната осталась нетронутой после ухода. А какая она, это Руби? Как вы думаете, почему она оставила пулю там? Я слышал, что она много пила и была агрессивна. Вы замечали что-то подобное? Было ли у нее с собой какое-нибудь оборудование, типа радио или что-нибудь еще? Куда она направилась? Вы сказали, она ушла в понедельник. Yes, early with the dogs, around 8 o'clock, I think. She probably heard the lieutenant's Canela drive by, and it woke her up, just like it did you. Угу. Ким, она, наверное, услышала твою кинему. Yes. That is a downside of having a 130 kilowatt engine. It lets the bad guys know when you are coming. В голосе звучит неподдельная гордость. Комната осталась нетронутой после I ухода. cleaned it, like I always do. Нашли что-нибудь? No, The truth, sire.
Мгм. А какая она, She's эта Руби? good company. Knows how to talk to an old woman. At my age, Теряется и you замеш don't get руки. a lot of quality conversation. So I really appreciate that about her. Did she talk to you much during her last stay? No, she was mostly silent this time. Kept to herself. О чем вы? She tried not to let it show, but I could tell she hadn't come to fish. Usually she likes to cast a few lines, but this time she mostly stayed in her room. Как вы думаете, почему она оставила How пулю would там? I know? She's a gruff one, but not violent. She doesn't go around toting a gun. Женщина оборачивается, задумчиво смотрит на You хижину. could ask her about your hunch, that it was a desperate measure. See if she thinks Ruby fits the bill. Мне на ум приходит одно возможное объяснение. Do tell. Это план побега. Exit from what? От всего этого развести руки по сторонам. The lieutenant stops writing for a moment. He looks at you, then at the old woman. No, she's a fighter. Она боится. She really believes that. Я слышал, что это она могла, что она много пила и была агрессивна. Nothing of the sort. Sure, she was no stranger to the bottle. She fit in that way. But I only knew her to have a beer on the beach while watching the sunset. She isn't what you'd call a drunk. Even offered me some from time to time. Said it was part of the communal life. But I never saw her lose control of herself the way some people do. У него чувство... Вот сейчас у меня здесь есть вариант разговора по камеру. И у меня предположение... Так, где вообще... Так, вот это... Да, все нормально. Я уже побоялся, что выключена запись. Вернее, стрим. У меня ощущение, что она вытащила с собой какую-нибудь... Кстати, она не могла из нашей машины вытащить радио. Типа магнитолу и быть на связи, знать, что мы и как мы продвигаемся. Там как идет расследование. Хотя хрен его знает. Хотя, учитывая то, что мы кинем вообще там утопили, как... не знаю что, не кинем, а мотокарету, то фиг знает. Было ли у нас с собой какое-нибудь оборудование типа радио? Not that I know of, though she was into nice music. She once showed me a few mixtape milieux she'd made. Женщина проводит тыльной стороной ладони по лбу. Вода капает на землю. Although I guess she was pretty handy with the mechanical and technical stuff. Even fixed the heater in the shack. You should be thankful for that. Куда она I направилась? don't know. Further up the coast. She tried to leave quietly, but the hinges on that door screeched like a cat in heat. Woke me up. I heard her rushing in those heavy boots, heading up north. На север. It's a peninsula. She might be trapped. You'll never find her, you know. She knows the coast like the back of her hand. You only just arrived. I wouldn't worry about that, ma'am. We are persistent. Что ж, тогда вперед вверх по берегу. Побережье просто огромное. Это как искать иголку в туге сена. Утереть лоб. Блин, я очень надеялся, что она прячется в этой деревне. А она точно не отправилась в какое-нибудь более приятное или и не мокрое место. Yes, it's going to be too much work for you to find her. Better for you to stay here. Get a nice cozy fire going in the heater. No, you can do it. You still have plenty of juice in you before you drop. Да. Behind the cinder block houses, old pre-war ruins rise to the sky like dark palaces. The wind calls. What more do you want to know? Ничего. Yes, let's hear one thing, officer. If you do find her, please go easy on her. She Ну да. Ну убивать мы ее не It's a honest планируем. plea. Мы планируем
допросить, потом в зависимости от того, что будет, отпустить, либо арестовать, если она виновная. Она убийцей является. She's a good girl. Whatever she's gotten herself mixed up in. Но мне прям очень сильно говорит интуиция, что она убийца. И в данном случае это будет прикольно, если это как бы типа так, маленькая черная ласточка кружит над тобой, слышно, как она щебечет. Прикольно то, что это ж типа по настолкам, по ролевым играм. И то, что прокнет не сколько там, не 70%, как типа на Руби, что это Руби 70%, а прокнет 20 чем-то процентов, ну, например, там 75, а прокнет 25% того, что это не Руби. И стреляли, например, там, откуда мы там говорили? Блин, сейчас. Где тут? Найдите. Видите, вот. Мы пирс, остров, край земли. И выстрел был... ну с крыши. Остров был не с крыши, а остров был где-то... остров. Выстрел был не с крыши, а где-то с пирса, либо с острова, либо с края земли, на самом деле. Это будет забавненько. Может, с молодежью ты пообщаться? The scruffy-haired little boy kicks a stone. He can't be more than 5 years old. The other one looks indistinguishable from him. He watches his brother kick the stone with his tongue lolling out of his mouth. Да, они одинаково. Ребята, не видели в окрестности каких-нибудь плохих людей? Где ваша мама? Вас, ребята, друг от друга не отличить. Видите, какие плохие? Они с лицом смотрят на тебя, легко отпрыскивают. Значит, мы определенно этим займемся. Где ваша мама? Вас, ребята, друг от друга не отличить. To be scared of. The obvious. He looks just like me. Он похож на меня, произносит второй. Да, это я и сказал. The boy doesn't answer. His brother throws another rock. Both of their hair is covered in some kind of dirt. The rock kicker was just being shy, but now he's enthusiastic again. You're bad with kids. С нескрываемой радостью в голосе замечает лейтенант. А у тебя что есть? Медаль «Лучший друг детей»? С детьми невозможно общаться, они слишком тупые. Нет. Да, так и есть. Пока, не балуйтесь. Так, ладно, с молодежью пообщались, ничего не узнали. Давай пообщаемся с людьми в доме. Все-таки люди в доме есть. О, костер. Брикеты промышленного угля горят, сияя оранжевым. Девочка, здравствуйте. Ой, там еще там можно было птицу смотреть. О, блин, прикольно нарисовано, мне нравится. Здравствуйте, на диване сидит девчушка, не старше 5 лет. Она смотрит на тебя искренним любопытством. Я слышал, где-то здесь живет девочка, у которой есть перчатки от брони, а ты... прикольно. Ты знаешь кого-нибудь по имени Руби? Где твои родители? Те близнецы на улице, твои братья? Что это указательное чучело птицы, стоящее свисающее с потолка? Что это у тебя в руках? Указать на игрушку. Да, по порядку. I had gloves. Very big ones. Heavy, too. Where did you get these gloves? Found them when Lemmy and I were playing hide and seek. In an empty house. Where no one lives. I think someone hid them there. She doesn't want you to think she stole them. Где эти перчатки сейчас? The twins were gonna take them. They're stupid. Она поднимает свою мягкую игрушку и смотрит в ее единственный глаз, будто ища поддержки.
It's for important police business. Он очень осторожно и четко произносит последние два слова. Oh. Она не слишком хорошо понимает, в чем дело, но тон лейтенанта убедил ее в важности They're in происходящего. my sandcastle. Behind our house. Under the sand. You can break the castle. It's not very good. У нее, блин, мне нравится, какой у нее голос такой. В отличие от других людей, персонажей тут. Хотя мне еще понравилось, как у нас внутренний голос говорил Горди. Горди, вот это как-то. Ладно. Ты знаешь кого-нибудь по имени Руби? Luby. Luby. Внезапно девочка становится серьезной и наклоняется вперед, как будто собирается поделиться My секретом. mom tells me I'm a big girl. But she doesn't know that I can't say Earl. Or like, sometimes I can. But then, Uller. Kids. Дети, лейтенант качает головой. Где твои родители? My mom's outside. And I don't really know about my dad. Она улыбается, как будто что-то... Это что-то хорошее. Тебе близнецы на улице твои братья? Yes. They don't want to play with me. They're older and play outside. Старше? They look the same. Sometimes I can't tell them apart. Они выглядят идентично, правда же? Я я тоже самое сказал. Identical. Вот это произнести слово по слогам и затем снова начинает смеяться. Блин, она, не знаю, мне кажется, что она наоборот старше их, ладно. Указать на чучело птицы, связящей с It's a потолка. grouse. Она широко You might be улыбается. able to get on Gart's good side if you make up for the skewer you broke. Понятно, ну зачем он? I don't know. Могу его забрать? Я знаю одного человека, которому нравится чучело птиц. Sure. Just go and get it. I don't like it anyway. It looks angry. All right. You just need to grab it from the ceiling and go. Что это у тебя в руках? It's Lammy. He's my friend. Sort of. Like, Она поднимает игрушку, чтобы ты мог хорошо его рассмотреть. Lammy is a stuffed lamb that, admittedly, has seen better days. One of the eye buttons is missing, and the fur is tattered in several parts. Барашка мягкий на вид. yes. Very soft. Да, мягкий. Она вдруг протягивает мягкую игрушку к твоему лицу. Прижаться Isn't щекой he к барашке. soft? Барашка очень мягкий. Она проводит белым мехом по твоей щеке, а потом снова усаживает ягненка к себе на колени и обнимает. Bye. Весело тут. Ладно, прикольный персонаж. Нормально они прописали маленького ребенка. В отличие от тех маленьких детей, которые там угорали рядом с трупом. Weather has not been kind to Lily's little sandcastle. The once mighty towers are quickly eroding away. You can see something shining back to you from what must have been a vast underground catacomb network. Все сломано. The little castle? The reigning lord must have come upon some really tough times to let it sleep in such decrepitude. Отпустить руку в катакомбы и достать блестящий The предмет. walls and floors give way to the giant's greed, collapse and present you with a pair of ceramic gauntlets. Congratulations. That's the gauntlets down then. We're doing good on the armor collection front. Да, но мы уже не соберем полностью броню, потому что Ким ты увез, блин, ботинки. Что они дают? Плюсовая техника. О, намного лучше, чем эти перчатки. Так, подожди, плюс 2 техника, что там было? Мощные пальцы. Сжимать и разжимать кулаки теперь невероятно весело. Маленькие керамические пластины приятно пощелкивают, когда шевелишь пальцами. Перчатки уже не так хорошо держат форму, но хватка у них великолепная. Так, кто-то что-то пишет? Никто. Ладно.
О, As you fold your fingers into a fist, you realize you could knock anyone out with one punch. The white ceramic gloves wrap around your digits comfortably. Your movements cause tiny little clicks, like dice rolling somewhere far away, as the plates reorient to your motions. я подойду к вопросу ответственно. Броня мне нужна для защиты, а не для того, чтобы красоваться. Щеголять в броне будущего, как и положено копу. The Первое. hardened vitreous enamel, at once sleek and light, adds a glow to your cheeks and a spring to your step. Just imagine what a full suit of this stuff could do for you. You really do feel more confident. Invulnerability does that. Even partial invulnerability. 1 готов, осталось еще 2. Впереди поиск. Вперед на поиски. Да, я просто обязан собрать весь комплект. Эта броня поможет мне набить карманы лавлом. Возможно, ее удастся продать другому копу. Это же столь вожделенная вражеская технология. Я не могу просто получить удовольствие от владения. Я не могу просто получать удовольствие от владения этой броней. Я должен ее изучить. Давай первое. Are you sure you're correct there? Так, я тут. Да, я просто обязан забрать весь It may be комплект. a while before you have all the pieces. In the meantime, you should analyze the armor, figure out its vulnerabilities. Уязвимости. Remember, this is a highly specialized kinetic redistributor meant to stop bullets. Wear it, observe its properties, see if there's a weakness in the design. Так, ладно. С этим мы разобрались. Что у нас тут еще? Можно, кстати, рябчика пойти добавить, доставить гарту быстренько. Лилиен. Дорогая наша Лилиен. Давай я сначала рябчика доставлю. Так, быстрое перемещение, я помню, тут доступно. И я за кадром понял, как это работает. Только когда ты находишься либо рядом с станцией в Трепье, либо ты находишься в деревне, то ты можешь телепортироваться. Ну или рядом с деревней. Я в деревню не заходил, я рядом с деревней телепортировался. Я нашел танцы в... Дать ему чуть рябчика. Пустяк, просто подумал, что рябчик будет тут хорошо смотреться, такой же, как... Хотел извиниться за то, что сломал большого поморника. И вот принес тебе чучело рябчика. Okay, well, this is actually a nice bird. A competent piece of taxidermy. Приличный I чучело. can fix it to the plaque and have a new bird in the establishment, I guess. So, I don't know. Thank you. I'm gonna go with thank you. Или даже не знаю, спасибо, наверное. People just don't know how to accept gifts, especially taxidermy. He likes it. He likes the bird. It solves his broken bird problem. I feel good about our work here today. It's all about the little things, like bringing people random stuffed animals. It's not actually about that, but he liked it. Окей. Тут мы все сделали. Блин, сколько там изучать этого мира. Давай я просто сейчас побегаю по... кстати, в деревне, когда телепортируешься... Так, подожди, как теперь?
В деревне, когда телепортируешься, ты вот здесь появляешься, да, рядом с этой женщиной. Но я не ходил здесь, ничего не смотрел. Так, ладно. Давай тогда дальше пойдем. Лен у меня на на аватарке, на этом, на превьюшке. Я с ней поговорю сам в последний момент. Опоры раздроблены, этот мост упал не сам, его уничтожило выстрелами. Окей. Поеденные ржавчиной буквы мазут. Вот какая вода грязная. Из ржавой воды на тебя взирает собственное отражение. Понятно. Так, сейчас. Так, я здесь. Так, тростник украшает заднее колесо мотокареты. Монетки. Так, тут, блин, тут еще проход. Ё, просто наверху еще сколько всего. Так, здесь тоже сейчас деньги будут валяться, да? Лодки нет, в сарае нет. Этот участок побережья пустеет уже не 1 десяток лет. Ух ты. Очки суперзвезды. +1 эквилибристика, -1 отражение лжет, визуальный анализ. Блеск собственной славы ослепляет тебя самого. Не можешь спокойно смотреть на свое великолепное отражение? Тогда эти классические темные очки оверсайз для тебя. Кстати, я вот подумал, типа броня, она тоже типа на всех подходит. Наспех сколоченный сарай для лодок. Будь морской бриз чуть сильнее, его бы смыло. И ой-ё. Это так. В тени стоит беседка, покрытая ржавчиной, и с ее крыши облетает древесные опилки, не знаю, не успел. А надпись Enter Interdite, не знаю, что значит. Старая будка билетера не работает. И люди еще платили деньги, чтобы остановиться здесь. Теперь уж точно никто не стал бы это делать. Здесь надо пройти. Как здесь пройти? Пильзер крепкая. Офигеть, тут тени, конечно. Господи, сколько здесь всего. Лыжная шапка от Фран. Тонкий проволочный каркас придает этой футуристической лыжной шапке от Флан форму горнолыжного шлема, но он не обеспечивает его защитных свойств, закрывает уши и брови владельца, чтобы снизить лобовое сопротивление.
Плюс 2 логика, минус 1 восприятие. Ага. Нормально мы, конечно. Ладно, буду пока в шляпе ходить. Здание, укромное место может зачинщиться здесь внутри. Кстати, да. Дверь забита досками, к тому же ее засыпало так, что до нее теперь не добраться. Да, она, наверное, внутри сидит. Но как туда попасть? Так, ребятка. A scattering of bullet holes is spread across the cracked wall, reaching from one corner to the other. Ким, погляди, еще дырки от пуль. Тут определенно что-то произошло. Correct. Тщательно осмотреть стену. Even in a general average bullet hole frequency in Martinez sense, grim affairs. Meaning, this is a lot of bullet holes. Looks like fully automatic rifle fire. Something you don't see these days. Почему? The manufacturing and sale of automatic rifles was curtailed after the revolution. The destructive power of such tools proved to be too much. We do need to retain some humanity in this world. Рискованно, почему их так много? A row of ghostly shades Расстрел был. Фига. There are many of them. A dozen at least. Their heads lowered and eyes blindfolded. It's quiet. No sound. No movement. Глаза завязаны. Ладно. Картинка не соответствует. Other shades are lined up in an orderly manner. Automatic rifles prime. A gust of wind blows by. The coats of the firing squad flap slowly in the breeze. A single person stands on the side. У этих, кстати, винтовки как будто они автоматы. Ну ладно. A long time has passed since the moment of this fusillading. Rain and brine have since washed all the blood away. Not a trace remains. Что же это? The abundance of bullet holes leads to two options. Either an inordinate amount of executions were performed here, or they did not use a conscience round, where only one soldier has the loaded rifle. Looks like this was a mass execution with everyone fully armed. Посмотреть на людей у стены, посмотреть на шеренгу солдат, посмотреть на человека сбоку. Ким, кто это? Кто был... Ким, кто на этом расстреле? Посмотреть на людей. A host of men, probably in everyday clothes, ragged from the conflict and covered in dust. They were not sitting, a common practice for executions in some nations, as demonstrated by the height level of the bullet holes. They stand, facing the wall. It's impossible to discern any details about their personality or background. Ordinary people, familiar, each and every one. Collateral damage on the path toward normalcy and progress. Such is your belief, officer. Maybe you should change it. They were praying, screaming. Посмотри на шеренгу солдат. 7 men in combat uniforms and dark coats, holding automatic rifles aimed at the people. Soldiers from some side, but from which one? Men of duty, dark duty. Кем они были? In all truth, violence offers no answer. It's only the last available resort when all mediation fails. And here, all did fail. Посмотри на человека сбоку. The commandant, the one who gives the order. Machine gun fire crackling through the air. The lights of the muzzle flashes dancing on his Кто был кто на этом расстреле? I don't know. I don't know who died here, lined up beside that horrible wall. It could have been any of the parties involved in the revolution. Perhaps the ones executed here were the loyalist conservatives, killed by the communists at the start of the Civil War. Or it could have been the communists, put to death during the last stretch of the conflict by the coalition forces. It could even have been the employees of the failed R&D center down the coast, as their building was taken over by the revolutionaries. Or maybe... Ты упомянул силы коалиции, может у стенок стояли они?
It's very unlikely the coalition forces were the ones who died here. They were always the last ones against the wall. To be honest, if a coalition member was anyone in this situation, it was a commandant, the superior giving the orders. Cold sea wind blow. Так. Так, окей, дальше погнали. Что тут у нас? Кто-то что-то написал? Никто. Ладно. Что еще стоит? Можно сделать штукой? A row of ghostly shades facing a crumbling wall, with another 7 shades standing 10. Там еще какие-то люди были нарисованы. Окей, ладно. Я их не вижу. Блин, спустись. Что, туда дальше не пройти? А ну. Да, мышка туда не кликает. Окей, давай тогда здесь пройдем. Вот сюда еще можно. Какие-то крошечные клетки аккуратно собраны. Это эти криптозоологи. Размокшие поленья пахнут жидкостью для розжига, однако все равно отказываются гореть. Эти тяжелые блоки военных заграждений исчерчены отверстиями пуль, крошатся. Развести костер у самого океана практически невозможно. Может, это тот буй, про который говорила Класси. Класси. Так. A metal and plastic contraption bobs up and down amidst the trembling reeds. At first, it just looks like trash, but if you look closer... That over there must be the boy class you told us about. The one she hid her passport in. Ooh, hidden things. Собрать буй. Lies. You lift the boy out of the water without much effort. It's not tied to anything. The cords dangling from the bottom appear to... Посмотреть пластиковый шар. The number 11 has been written on the yellow plastic. It hasn't been in the water for very long, but it's already discolored and slimy with silt. A latch holds it close, but only just barely. The brittle metal of the latch has cracked. Simple construction. Very unsafe. Подожди, буй. There's something in there, splashing around. Там вода. Там уже все, значит, до свидания. It smells like you would expect it to smell. A concentrated version of the coast. Salt, industrial slop and decay. The water this side of the peninsula is clean. A shot glass's worth of seawater pours out. Some algae and nothing else. Well done. Нам повезло, что он до сих пор здесь. Еще немного, и он бы уплыл. We still got here too late. There's nothing of use here anymore. Документов нет. Как думаешь, кто мог их I забрать? have no idea. Чего страшного, мы все равно знаем, что было в Or буе. think we do. This is a small loose end, either way. Not important, I hope. Должно быть, это сделали враги Класси, а это значит, что она в опасности. Может, Класси их сама забрала? Может, как-то связано с криптозоологами маленькой экспедицией? Я без понятия, у тебя есть предположение. Так, наверное, должно быть, это сделало. Could be. We should keep an eye out. Nothing more for us to do here. Let's go. You could ask the miss what she thinks. Later, if you have the time. Though you doubt she'll tell you much at this point. Так, окей. Ставить буй. Ясно. Криптозоологи. Мы уже знаем, что это за криптозоологи, но при этом мы не знаем, что это криптозоологи. Мы с ними общались.
Ну, я не знаю, что такое криптозоология. Hello, I'm Gary. How do you do, officer? Керри. Yellow man. I mean, officer. The lieutenant raises his eyebrows slightly and takes out his notebook. Yellow man. Interesting. This is something to ask him about after a little probing first. I'm just waiting for my friend Morel to finish up with his insect traps so we can return to civilization. Ты небольшой фанат прогулок. Сейчас, секунду. I like nature, just not this bloody coast. It's mostly drunks and degenerates that come here. Degenerates? This man respects authority too much. To see the truth inscribed upon thine own visage. Pretend thou art a paragon of virtue. Oh, I've been tempted. But someone has to stay strong for Revocall. He pronounces Revocall with a hard K, unlike other people. Serious question time. This man is no innocent. No one is. Так, окей. Левоколь. Ну это, наверное, как... Ладно, не знаю. Ты знаешь что-нибудь о повешенном за танцем тряпье? Это твоя кружка. Ты криптозоолог. Тебя удивил мой коллега лейтенант Китсураги. Ты сказал... Ладно, подожди, я просто обязан сначала поговорить с этой... С Лильен. Она на аватарке, блин, на превьюшке. Давай сейчас посмотрим, что здесь по местам. Забор преграждает путь, отсюда не пройти. Всякий прикол. О, пятно, нифига тут. Еще один электрощиток. Сейчас ни к чему не подключен. 3 пусто. Сейчас, секунду, дверь закрою. Так, я тут. You see, a once bright mural towering above you. The signage has peeled off over the years, but you can still make out Feld Electrical R&D. A slogan used to intertwine with the loops a long time ago. Now, only a shadow of peeled letters remains. It says, tomorrow is just a whisper away. Завтрашнего дня лишь один вздох. Like tomorrow never came. Поднимает воротник авиаторской группы лейтенант. Above the mural, a collapsed roof, broken windows set in walls that are cracking and will soon also fall, and the coastal breeze rustling and sighing in the remains of the edifice. Feld Electrical. How ironic. All these dark rooms. There's something in the wind. Sometimes the only way to go forward is to fail first. Что за задание? Some sort of industrial ruin? I don't recognize the name of the company. R&D used to mean research and development. It looks long abandoned. Может, труп здесь? In there? She could. Or she could be in the identical ruin over there. Or in that boat shack. In that church tower, maybe. Why single out this one building? Ух ты, ё. Понятно. Тут, короче, да, все. Это сюжетная проверка, по которой мы сможем продвинуться дальше.
Высокие пыльные окна забраны решеткой. Блин, телефон. Быстрое перемещение, церковь. Отлично. Кто-то приложил немало усилий, чтобы разрушить этот пластмассовый купол. Что тут? Сломанный телефон. Кто-то с такой силой швырнул трубку, что она разбилась. Так, ну телефон пока не буду трогать. Отверстие в бетоне. Кто это? Канализация. Я просто предполагаю, что сейчас я кому-нибудь смогу набрать. И там будет разговор очень долгий. Вода течет с запада, значит источник там. Трубу прорвало. Я лучше пойду в деревню. Блин, надо было телепортироваться в деревню, не идти. Хотя я уже пришел. Надо поговорить с Лилиан, чтобы продать превьюшку. Женщина в дождевике стоит на причале, оценивающе смотрит на перевернутую лодку. На бедре у нее висит меч ножнах. Подожди. Лодка. Лодка легко качается на волнах. Не привязана? Это зависит от обстоятельств. А где мы находимся? Elysium. Нечитабль. The sign on the street leading here is illegible. Has been since they built this place. Есть вопрос первый, как твое имя? Lillian. People call me Netpicker. I think I have time for questions, and that was actually the second one. Это, кстати, был уже второй. Indeed, you're always confused as to your whereabouts. Ask her about the cool sword. Helps to break the ice. Меня попросили твою подпись. Чем ты тут занимаешься? Отличный меч. Есть у него история. Свою лодку указать на перевернутую лодку. Я кое-кого ищу. Ты можешь помочь? Я разыскиваю подозреваемого, который мог останавливаться где-то по соседству. Okay. When did this person stay here? Совсем недавно, в последние несколько дней, возможно, она прибыла сюда в пятницу. I've been out on the sea for most of the past week. The weather's been good for fishing, so I usually start at 4 in the morning. Серьезно? Yes, that's the optimal time. Got to make the most of the calm. I've been sleeping like a corpse after. The sea really takes its toll. Now I'm just waiting for the wind to settle to get out there again. Sorry I couldn't help you out. Maybe I can help you find someone else. Криптозоологов. I don't think I know what these are. Care to elaborate? Это искатели воображаемых животных. Это искатели животных, которых легко найти. Это искатели животных, существование которых отрицает ортодоксальная наука. Like snowmen. Снежные люди. Никогда таких не слышал. Guys have been wandering around here, nose in sand, talking nonsense about snowmen and the like. Что такое? Right. Not only snowmen, also green men, monkey men, burning rhinos. You get the picture. Oh, you're getting it, and it is gorgeous. Куда они отправились? Don't really know. Further down the peninsula, I guess. I mean, that's where they were heading. Well, how can I assist you then, officer? Меня попросили... Нет, пока нет. Чем ты тут занимаешься? Отличный меч, указать на ножны на бедре. А есть у него история? Твоя лодка, указать на лодку. Давай по порядку. Чем ты тут занимаешься? Like I said, fish mostly. Sail the waves, take care of the kids, pick nets. Right now I'm tarring a little skiff. Что еще? I sell the fish to people in the Delta to serve at their fancy restaurants. Authentic insular Indian cuisine. Это хватает на жизнь? Sometimes I also walk to the beach to see what the sea has given up.
sea is full of surprises. Keep it professional, man. Don't make it sound like you're hitting on her. Вы профессионал, не скатывайся в флирт. Интересно, что тебе удалось найти? А никогда не думал, что море может принести что-то интересное. Прогулки по пляжу — это довольно романтично. Ясно, кажется, я понял. Позволь задать еще вопрос. Интересно, и что тебе удалось найти? Pieces of glass. Every once in a while we see dead bodies. Э-э. Human, animal, fish, other odd sea creatures. A mine washed ashore once. Мину. Bottles, drugs also. Lost cargo in general. Most of the time it's just wood and glass. All right. Major choice moment. You only get to ask one thing. It would be weird to say them all. Choose wisely. Ты издеваешься? Наркотики? Мне нужно больше информации. Я спец по наркотикам. Сказать о себе. Это место выглядит неважно. Почему ты не уйдешь отсюда? Мину? РГМ могла бы пригодиться. Мина, где она? Мне нужно больше знать о человеческих телах. Well, you're barking under the wrong tree then, officer. I have no interest in floaters. Seen enough of them in my life already. Very unattractive bunch. Ага. На самом деле я ищу кое-кого еще. Мне просили отличный меч. Unfortunately, the factory sold this one with a 3-year warranty instead of story. It's to intimidate folks mostly. Погоди, ты знаешь, как с ним обращаться? Погоди, ты знаешь, как с ним обращаться? Так, выглядит довольно грозно. Not really. I know some basic moves, and I know it sure as hell beats a knife when you're in a tough spot. But not when you're in a tight spot. Разве не для этого придумали огнестрельное оружие? Выглядит довольно грозно. It's a regular mass-produced sword, like a shovel or an axe. Nothing fancy, just for intimidation. Зачем тебе пугать людей? From time to time, people need a lesson in respect. That's just the way it is. Back in the day, I caught the eyes of many men. And believe me, men need a lesson in manners from time to time. Если это так эффективно, почему больше женщин не вооружается? What makes you think we haven't? The truth is that almost everyone in this life is scared and tired and stupid and too dull for that. That goes for men too. But they put on an act for us. Pretend like everything's good and living in shit doesn't bother them. Like anyone falls for that. Я надежный мужчина, ты можешь мне доверять. Узри, показать гримасу в своем лице. Это правда, большинство из тех, кого я встретил, были напуганы. Узри! Глазами неожиданно начинает хохотать. Смех у нее хриплый, как будто она давно уже не смеялась. Найди себе другой объект для насмешек, я тебе не клоун. Нравится? Sure. It looks as if you could face down any horror in the world with that same unchanging grin. It's like a shield. С застывшей ухмылкой. Она вроде щита. The traces of her laughter are still there, in her eyes, fading fast. Могу одолжить No, меч? I'm afraid not. Tempting to confiscate the blade I used to keep these animals in check. You would put me in an early grave. Так, куда делись все эти мужчины? Some went to patch their wounds, their lesson learned. Others were more thick-headed. And one of them I ended up marrying. Ага. Погоди, но почему, если они твердолобые? Guess I enjoyed the way he bled. Что? Выражение лица ее лица не меняется, сложно сказать, шутит она или If нет. it is, then why the melancholy? Где он? Ага. И куда он отправился? Покинул тебя, трус, я бы никогда такого не оставил. Но сейчас... И куда он To отправился? the waves. Она The sea смотрит, took him. море забрало It его. was a long time ago. Ничего не говорить, подождать, когда она продолжит. Печально, как это случилось, он умер. Так давай второй. He didn't respect the sea.
Went out there, drunk like a skunk, and sure enough, one day the boat was found floating empty. The bloated corpse turned up 2 weeks later. Now, before you tell me how sorry you are for my loss, know that it was 4 years ago, and I've moved on. There's only so much mourning you can do for a drunk with sinewy muscles. Да, смерть ничто. Так, тебе следовало броситься в пучину вслед за ним? Нет. Время лучшее лекарство, правда? Это здоровая реакция. Пережить, двигаться дальше, нужно идти вперед. Us working folk don't have the luxury to be bedsick with melancholy. I buried him, mourned for an appropriate amount of time, and went on. Life didn't really change that much for me and the kids. Бросая взгляд в сторону деревни, где двое ребятишек играют с чем-то похожим на камень. This is neither a touchy nor a very interesting topic for her. Ей нужно пойти на свидание еще с одним алкашом срочно. Что, простите? Меня попросили получить твою подпись. На самом деле я ищу кого-то еще. Я так понимаю, это твоя лодка. Sure is. The sun, I call her, coated with a fresh layer of tar just yesterday. It'll take some time for it to dry, assuming the sunny days continue. Классный выбор, просто великолепный. Слушай, я, кажись, правильно картинку выбрал. Правда, и не в этой серии, наверное, но в следующей, может быть, послезавтра. Но я выберу этот вариант и пытаюсь пойти с ней на свиданку. Так, ребятишки тут... Что-то новое у них появилось, ребятишек этих. The scruffy-haired little boy kicks a stone while the other watches him do it. Должен быть близнецы Лильен. This one doesn't say anything, kicking the concrete with his worn-out sneaker. Lily, Mom. Но второй все так же высунул язык. И это я The искал. stone kicker laughs suddenly. His head is too large for his shoulders. The other one laughs as well. Wow, so intellectually stimulating. А крошка Лили это ваша сестра? Yes. Да? Yes. И все, какой лаконичный It ответ. doesn't look like he knows what that means. Ага. Дети же нет. Пока, детишки, не балуйтесь. Дети тупые, да. Класс. О, теперь к этим... Как там картина называлась, где сидели на пикнике люди? Не звони, Абигейл. Бурчит небритый мужчина с ярко-красным носом. Он прищуривается, как будто узнав тебя, а потом The отворачивается. noxious odor emanating from the drunken man is strong and familiar. Don't you call her? Yeah! Don't call Abigail! Я могу звонить кому захочу, не указывая мне, что делать. Кто такая Абигейл? Abigail! Don't you fucking call Abigail! You're not going to get anything out of this guy. He's too drunk. Появлялся ли здесь в последнее время хоть одна женщина? Ты кто? Как тебя зовут? Где я? Что это за место? Почему не должен звонить Абигейл? Давай-ка лучше будем говорить сначала с адекватными, а потом уже... Так, а кто здесь самый адекватный? Ну, мне вот этот нравится. Мужчина за 30, одетый в спортивный костюм из ликры, ставит на стол свое пиво и протягивает тебе руку. Good to see you. How's business? How's the whole reality situation treating you? Пожалуйста. So what's happening? Погоди, текила? Yeah, tequila sunset. How are the high concept reality-based adventures proceeding? He says it like it's obviously your name. Like you call someone Billy Brunel or leader of the 4th Street gang.
Дело так себе, черная полоса, длина 50 лет. Реальность кругом, я злюсь и грущу. Не знаю, мне говорят, что я коп, потихоньку привыкаю. Я вернулся, чтобы победить, Подчинить себе реальность, а здесь закон. Да, ничего особенного, все как у всех. В моей голове роются всякие безумные мысли, но я выбираю самые скучные. Things aren't going super well for idiot Doom Spiral either. Haven't found those keys yet, haven't won that great piece of ass back. No word from my business buddies. Он пивает пиво. Idiot Doom Spiral, huh? This is bound to be a good, high-concept conversation. At last. Дурак от труду так. Не встречал здесь в последнее время рыжеволосую женщину по имени Руби. Что вы тут делаете? А можете вы со своими друганами подписать эти документы? Что еще за текила Сансет? О чем ты? А можете вы подписать с друганами? What's it about? I'll let my hand address the situation. Maybe you've heard. I used to be a very successful businessman. I've signed more than a few lease forms or whatever the fuck they were. Anyone's got a pen? The pro's gonna do it. All right. Документы должны стоять как минимум 2 подписи. Hey, Abs! Don't you? You call Abigail? Он растерянно смотрит по сторонам. Не звони, ты I need Абигейл. you to sign this document right here. It's important. Don't call her. Он хватает бумаги трясущимися руками, кладет их на колено и начинает медленно выводить буквы. Из-за дрожащих рук разобрать его почерк практически невозможно. Don't call Abigail. Great job, Abs. Nailed it. Я могу я и ручку получить назад? Don't know if I've mentioned it, but I used to be a businessman. And as a businessman, I'm going to keep the pen. For my trouble. No, that was my favorite thing of all the things you have. My favorite is the gun he lost. Оказали огромную услугу деревне РГМ Ревашоду. Hey, guys. About fucking time, man. I've done my duty. Don't call Abigail. Thank you for your services, gentlemen. Should we go and mail these? I think I saw a mailbox on the plaza. Давай. Давай тогда выполним это задание. Так, это надо... Так, давай сохраню отдельным сохранением. Там надо еще... Блин, не то. Надо еще сходить к этому... К нашему другу. Ну, к Эврору надо сходить. Опа! Здесь даже эти нарисованы, солдаты, которые стреляют. Сюда, наверное. The dented yellow mailbox greets you with its graffito and bullet holes in the front. Я так и знал, что для чего-то этот почтовый ящик понадобится. For sending mail. You drop the white envelope in the darkness. It lands with a soft thud on what sounds like a couple of letters. Probably did the right thing. You can't trust that slug, Everard. You know he's going to play you somehow. All right, let's go back to Everard. If we don't mention anything to him, he won't know before it's too late. Пошли. Они до сих пор стоят тут. Они уже третий день тут после того, как я проснулся, стоят. Ким там застрял? Я еще хотел подписать, блин, своей рукой. Блин, меня реально ручку забрали, да?
Ручки нет. До свидания. Ну, это немножко какой-то дебилизм, учитывая то, что я сам посмотрел в одиночку это письмо. А Киму его не слышал, что я читал. Я перечитать Киму его не могу. Ну и вот, приходится так. Не мы подписываем, а пьяница. То, что мне тут есть комментарий. Комментарий нету. Печалька. Здрасте. Mr. Dubois, I hear the meeting with Titus was a glowing success. That's such a relief. Titus can be a handful sometimes. Now, what can Everett Clare do for you today? Я сделал, The подписан. Golden Boy returns once more. Wonderful. Simply wonderful, Harry. Of course. I already knew this. My friend, the mailman, confirms the letter is on its way. You've done a great thing today. You've given the children of Martinez a real future, Harry, and I feel I can finally trust you now. You're in my inner circle. You too, Mr. Kitsuragi. We can talk about anything. The strike, the murder, your lost gun, nothing is off the table. Judging from how happy he is, it looks like he did it. He doesn't appear to suspect trickery. Well done, sire. By guile and deceit, you're in. You don't know his full plan. Perhaps he expected trickery. Perhaps the signatures weren't important. The point is, do not think you're ahead of him. По поводу подписи, которую я получил, я знаю, что вы планируете выжить людей... Нет, это вы приказали убить повешенного. Могу я получить свой пистолет? Вы приказали. You know my men didn't kill him. They told you. It was a happy accident. You know how it is. No one takes the initiative. If I wanted him dead, I would have had to do it myself. And I'm too fat for that. Почему вы такой толстый? Glad you asked. I've got type 2 diabetes because sugar and fat was all my mother had to give me and my brother Edgar when we were kids. Good job too, as it made me ugly. And ugly people, Harry, are much better at politics. Чем вам выгодна его смерть? Why a war, of course. And what do you have to gain from a war? Victory, Mr. Kitsuragi. I have victory to gain. We are going to start a war with the Wild Pines group and win before they even realize there is a war. Вы знаете, что могут сделать два сирийских шершня с колонией пчел? Полностью ее уничтожить. У них хорошо обученные военные. Разве вы не боитесь за своих людей? Первое. It's a great story, Harry. Did you also know how the bee colony kills the giant hornet? They swarm and blanket it entirely until it suffers a massive heat stroke and dies. He crosses his hands contently, thinking of the interior temperature of the wasp right. Harry, we outnumber them 1,500 to 1, and that's just Martinez. With all the unions in Revachol, and with public opinion on our side, we can hold off 2 men, or 15 men, or even 50 men. The more they send, the worse it's going to look for them. They made a huge mistake hiring those guys. No one likes foreign mercenaries. The leftists hate them, the fascists hate them, even the moralists think they're in bad taste. К которым я отношу. Как это связано с забастовкой? Harry, there is no strike, only war. Class war. Or, in business terms, a dawn raid. Or wait. Is that when you still pay them something? Because we won't do that. Ничего платить не собираюсь. Так. Кто там по... Кто-то что-то пишет. Никто ничего не пишет. Печалька. We're not gonna give nothing. We're gonna take Terminal B away from them. The roads, the gates, the containers, that big crane.
Even the damn coffee maker. We're gonna take all of it for the people and fuck Wild Pines. Подожди, у меня вот сейчас был один вопрос. Что это было? Ладно, оно просто обагануло и не было этих букв. Были одни цифры. Визуальный анализ. Окей. Восприятие 12. Офигите, конечно. Ладно. The word fuck rings like a gunshot from his mouth. He doesn't swear often. Не часто. So that's why you haven't let Joyce in? Yes. It's also why I let that midget Gaumont go. He's too nice. I can't put him through this. Plus, he knows how to get in here. That woman can't tell her tits from her asshole. She has no chance. Что? Зачем вы посвящаете меня в свои планы? Что? Tits from her asshole. It's a local saying. Actually, no, it's not. Зачем вы посвящаете меня в свои планы? Because we're friends, Harry. Besides, it doesn't matter now. You can go tell her if you want. It won't change the course of events. We have a significant head start. It's already happening. Могу я получить свой пистолет Harry, назад? I've got to be honest with you. Your gun was found 2 days ago. Withholding this information weighed heavily on me, but it had to be done. Ладно, и An где он? old woman has it, and let me tell you, Harry, word on the street is she's a character, so watch out. This must be the woman who bought the gun from Roy. The one he described as terrifying. Значит, пистолет все еще у женщины, которая выкупила его у Роя. Yes, the same one. I see you've done your research. The pawn shop made the gun easy to track. Crazy stuff, Harry. Selling your gun like that? Wild. Anyway, the neighbors of this old woman contacted my men because they trust me and the Debarders Union. Apparently, she was waving it around at the entrance to her building. Она размахивала им, направив на людей. As I said, she's a character. I didn't have time for details. It sounds like she's unstable, but don't worry. No one got hurt. А кто эта старушка? Unfortunately, I don't know anymore. You're gonna have to go in blind, Harry. But she's an old lady. How dangerous can she possibly be? Oh, and she calls herself the Pigs. Мусорка. There it is again. Ладно. The pigs. Like Roy said, not good at all. I, for one, find it refreshing. Finally, someone calls themselves a pig. Улыбается welcome club. Ну понятно. Короче, в английском языке pigs это получается у нас как аналогия мусора. It actually sounds extremely bad, but let's not give him the satisfaction. Так, вы можете организовать нашу встречу? I already have. Tonight, starting 10 o'clock, near the old fish market on the coast. The one on the boardwalk, a little past the fishing village. Be careful, Harry. I would never set you up for anything dangerous, but you did ask for this. Now, back to the fun stuff. Он хлопает в ладоши, перейдем к чему-нибудь She жизнерадостному. will be there from 2200 hours till 0200 hours. More fun stuff. Seems like we already have fun stuff to do. Так, кто убил повешенного? Сколько человек состоит в профсоюзе? И как вы планируете финансировать свой новый независимый порт? Так, кто убил No повешенного? idea. Could have been his own mother for all I know. If you ever find the guy, give him a big fat kiss from Everard Clare. Couldn't have done it without him. He really doesn't know. A guy, huh? Откуда вы знаете, что это был I мужчина? don't. I told you it could have been his own mother. I'm pretty sure it wasn't anyone from the Union. Maybe it was the mob.
Or maybe he killed himself because he was a closet socialist. Truth is, I simply don't know. He really doesn't. Сколько человек в профсоюзе? 2,372. Plus yours truly, of course. 2,373 is a sizable contingent for a labor organization in Revachol. And they're all well motivated. At least the ones you've seen. Кого ты встречал, да. И как вы планируете финансировать свой новый независимый порт? Oh, you mean what sort of goods are going to be flowing through? How am I going to replace all the contacts we'll lose once the poo-poo hits the fan? The clients will ditch us. Harry, we've thought of everything. Clients would take a well-known multinational conglomerate over a local mobster any day. Вы же не думаете, что дело пойдет так же гладко? Огромная часть клиентов уйдет. Sure, some will go, but mark my words. The company will be unpleasantly surprised to see how many of them stay loyal to Martinez and to the new competitive contracts we can offer. With renewed zeal sparked by communal ownership, the men will be shipping those containers double time. You'll be surprised to see how fast things go without parasites latching on. We'll have our hands free to pursue bold, exotic new revenue streams. В какую ты игру, блин, играешь? That's drugs. Drug trafficking. Drug trafficking? Don't be stupid, Mr. Kitsuragi. There are perfectly legal, 100% ethical chemical factories on the Samaran Isola. You don't need to be colonialist about it. All they do is produce components to keep the pharmaceutical industry running. That's people's health we're talking about. Old grannies, little babes, people with disabilities. Но это только верхушка айсберга. The company thinks transporting these chemicals in bulk looks bad, has bad optics, may be illegal in some countries. The Debarders Union, however, we're all about the large volume column. We're gonna transport the living daylights out of those materials, Harry. So your sick kid can get his benefit and your wacky uncle doesn't have to come off risperidone. Benefit is a children's cold medicine, usually apricot flavored, and risperidone is used to treat severe psychosis. And the kids on the street can get speed and pyrrolidone. I'm an old-fashioned guy, Mr. Kitsuragi. I sometimes grab a beer with the boys, but I have no idea about the things you just mentioned. But if I were to supply ingredients for some sort of rainbow party, I would make sure the Union took a fantastic share, and I'd keep that stuff far away from Martinez. He's basically admitting to it. А Руби помогает вам заполучить эту фантастическую долю? С наркотиками я мириться не буду, мне придется об этом доложить. Должен признать, что довольно хорошо продуманный план, который оставляет вас чистенькими. Очень интересно, но я просто хочу раскрыть убийство. Такой контроль за оборотом наркотиков имеет смысл, иначе они могут угодить в более опасные руки. А Руби помогает вам получить эту фантастическую долю? Harry, if I was supplying raw materials to drug manufacturers, I would need an army of rubies. Understood. Такой контроль за оборотом наркотиков имеет смысл, иначе они могут угодить в более опасные руки. Oh, Harry, you've misunderstood. I have no drugs in my hands. It's all far removed from me, like some half-remembered dream. Anyway, let's not focus on the sensationalism of the drug trade. This hypothetical drug trade is all anyone ever seems to be interested in. It would only be a small part of the harbor's turnover, just like the harbor is, but a small part of Martinez. Это в любом случае незаконно. Как торговля есть или нет? Продолжить. Так торговля есть или нет? Let's look at the big picture. Martinez as a whole. There are little girls out there with dreams of making music. Young mothers who want to start businesses. Models who want to walk catwalks and steel welders who want to weld steel.
I'm gonna unite them all into one economic body. We're gonna incorporate this place to Kingdom Come. Everyone's gonna be in on the wealth, and everyone's gonna pull their weight. Ну что ж, слово корпорации мне нравится. Деньги я люблю. Амбициозный план. Мне нравится, что вы делаете для рабочих людей. Не очень-то это по-ревашольски. Не достает флагов и королей. Честно говоря, не мне обо всем этом судить и высказывать свое мнение. Harry, the length you're willing to go to keep your nose clean is remarkable. You will always have a warm bed in Mr. Clare's household, my friend, and a special place in the future of Martinez. Могу я спросить вас о конкретном члене профсоюза? Specific union members now. This is the big time. We're talking about the future of Revachol here, Harry. You can bother Leonard with that. He loves to run his mouth on such matters. But I'm in big time mode, Harry. There's something different about him now. He's more vibrant, more alive in his big time mode. Great, Harry, great. I think we have truly built a bridge between Martinez and Jamrock today. We have united the RCM and the Debarders Union. This has been so great. I'm sorry we don't have more fun things to do together, but if you ever feel like bouncing something off me, my door is always open. I'm always happy to educate and entertain you, my friend. Very nice, Harry. Было. Так, сохранимся. Mr. Dubois, every worker, I'm always happy to educate and Harry. By now, you should know I would never do anything tricky like that. However, if the construction noise and limited street access makes some people consider moving, well, let's just say there'll be freshly renovated buildings near the roundabout where those poor people can finally enjoy a significant uptick in quality of life. I'm talking real affordable workers' palaces. He proudly spreads his hands to demonstrate the size of the palaces. They're very large. So the village is doomed. You were there, you saw the place, a wasteland, there's nothing left. But mark my words, officers, we are going to reset it. Плескивается несколько капель кофе. Reset. I have big plans for Martinez, and they do not include humans living in those pig sheds on the coast. That land will be used for municipal buildings and commerce. Now, imagine a youth center supermarket church complex, employing hundreds, no, thousands of people. The coast will be lit up with enterprise and life. All those ruins out there turned into low-income housing. Harry, enough is enough. We're taking this district back. The war was 50 years ago, for God's sake. It's time to move on. Молодежный торговый церковный комплекс. Думаете, я в это поверю? Доступное жилье, если хотя бы часть того, что вы говорили, правда, то почему бы и нет? Жизнь, кивнуть. Я знал, что вы работаете для людей евро. Молодежный торговый церковный комплекс. Думаете, в это поверю? Доступное жилье, если хотя бы часть того, что вы говорите, правда, то почему бы нет? I accept your salute, Harry. All of it is true. I've got the center, I've got room for a retail complex, and in 4 years I'll get the church too. The wheels are turning, Harry. The wheels of progress. This post-war limbo, I won't stand for it. There are kids practically playing with their own feces out there. It cannot go on. There is true indignation in his voice when he speaks about the state of things, and even a touch of pain. Погодите, а вы возведете памятник в свою честь? Джош была права, когда говорила, что вы что-то замышляете. Похоже, вы все продумали, можете рассчитывать на мой голос. Погодите, а вы возведете памятник в свою честь? I'm a realist. My statue will be Martinez rebuilt. 5-story building complexes, workers on welfare, and landowners in Azon hating me. That will be my statue. And yours. We're doing this together. You would look nice as a statue. Памятник тебе выглядел бы шикарно. Джойс была права, когда говорила, что вы что-то замышляете.
I'm gonna make the working man as rich as she is one day. That's my job. Just like yours is to keep the peace. Very nice, Harry. Ой, крыса, блин. Понятно, что он замышляет, и причем понятно, что он замышляет конкретно. Но оставим это уже на будущее. Учитывая то, что подписи поддельные, его могут с этим накрыть. И притом подписали эти документы пьяницы, которые подписали это все не своими именами. Так что вообще никаких претензий никому не будет, кроме него. Its draw has not lessened since you were last here. If anything, it seems to have grown slightly. Дверь вообще невозможно уговорить. Господи, чё она такая неуговорчивая? Я отсюда могу переместиться, интересно? Нет, не могу, закрыто. Так, там была церковь, что у меня тут по времени? 16, ой, 16 здесь нет. 2:05, надо уже сейчас будет заканчивать. Сейчас телепортируюсь к церкви. Вернее, не к церкви, а к... как он там называется? В деревню. Но я так понимаю, следующая серия будет интересненькая. Мы там поговорим с Пикс. Ой, с Пикс, господи. Ну, он говорил Пикс, я больше запомнил Пикс. С мусоркой. По-моему, так. Они просто часто повторяли Пикс, 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 и я это запомнил. Они говорили часто про... Блин, я бью вот это. Часто говорили про мусорку и... Ой, про Пикс. Короче, в следующей серии мы будем с ней разговаривать. Потом в следующей серии будет свиданка. И в следующей серии... Кстати, место назначения... Возле церкви. Ну вот интересно, эти товарищи, они куда-то... Что? Я в церкви прям? Показали Сен-Брюн. Так. В стене видны пыльные скамьи, многих не хватает. Понятно, это прям церковь. Темнота скрывает алтарь или что-то вроде того, слишком темно, чтобы разглядеть. Но я один момент единственный знаю про церковь. Ты чувствуешь, как тебя накрывает тень огромного здания. Буквально один момент с Dance Revolution. И все. Что и как, фиг знает. Просто это зафорсившийся момент, который много где всплывал. Эти ржавые шестерни когда-то приводили в движение весь механизм. В этом здании когда-то располагался двигатель, должно быть очень большой. Цепь тянется куда-то в океан, кто знает куда. An old door, worn by elements, guards the depot. The wind has blown a sand dune in front of it. The door hasn't been opened in a long while. You see a handle. Что это вообще такое? It's military, a service depot of some sort. Что он снабжал? A washerwoman mentioned a depot up the coast. She said it was for moving ammo and cargo across the bay. This might be it. It may have been used to serve as an aerostatic battleship in the atmosphere, Нет, or a fortification, like a sea fort in the bay. Не, отсюда не могли стрелять. From here to the whirling, I can't see how. The church is in the way. Да, типа... Так, подожди. Если появляется возможность скрыть, то я могу взять вот это. Техника у меня в руках и вот это. Давай, погнали. Главная дверь. An old door, worn by elements, guards the depot. The wind has blown a sand dune in front of it. The door Невозможно hasn't been открыть. opened in a long while. You see a handle. Это красная проверка. Красную проверку я точно не буду сейчас тратить.
Возьмем вот это. Бочка. Эту бочку выбросили недавно. Еще пахнет мазутом. Я просто хочу сейчас зачистить локацию. Опа, рубашка. Прикольно. Еще одежда. Здесь только одежда валяется. Риторика. Что вообще означает это поло? Серьезно, это что за хрень? Ну, с эмпатией. Рубашка выглядит поношенной и пахнет не очень. Очень интересно, кто засунул ее в контейнер для тары. Кто вообще добровольно стал бы носить рубашку пола? Наверное, это одна из загадок жизни, которая так и останется неразрешенной. Учитывая, что у меня куча рубашек, куча футболок таких пола, то да, кто бы вообще стал носить такие рубашки и такие футболки? Еще какая-то ловушка, ее нельзя активировать, да? Сигаретные бычки, заметные под камень, заметенная под камень марка Триумвитур какой-то. Кто-то жег здесь костер давно. Нужно запомнить, Триумвитуре это почему-то кажется важным. Ржавый сломанный пульт управления радиовышкой. Галстук, шарф. Что за шарф? Треплет грубая сила. Ладно. Там вдалеке, куда уходят эти столбики, видны небольшие островки. Эта лестница слишком ржавая, чтобы забираться по ней. Она разъедена морским ветром. Короче, бесполезная вышка какая-то. Ну, скорее всего, она еще сыграет свою роль. Подожди. Стойки. Эта радиовышка управляет движением судов в заливе с трудом. В заливе с трудом. Тут пауза должна была быть. Ким уже скоро спать захочет идти. Но мы с ним сначала пойдем к мусорке. Подожди, я вот здесь не побегал. Не, хотя подожди, там была рубашка. Ладно, по-моему, там и был. Если я сейчас вот это вот здание увижу, что там... Вернее, с пирса увижу, что там я не бегал, то я буду тут снова побегать. Ну, в церковь, я думаю, пока не стоит заходить, потому что если я зайду, там время скипнется, мне кажется, потому что там начнутся разговоры. Вибрация бочки, музыка идет откуда-то из-за льда. Вот здесь надо по телефону еще поговорить. Так, входим. Что за тряпка? Someone has left an unidentifiable article of clothing on this railing. It smells really bad. Трогать. Cloth, if you can still call it that, makes a soft crunching sound as you thrust your finger into it. Ну, поближе. It's streaked with dried seagull shit entangled with pieces of seaweed. A dangling arm suggests that there might be a jacket beneath the crust of filth. It seems likely that it was left in the surf until someone laid it out on this fence to dry out. Unfortunately, that just seems to have stiffened it into a shapeless mass. Please tell me you're not taking that with you. Ты можешь сказать с уликой? You think our suspect is a seagull who's been defecating on unsuspecting jacket? Нет. Me neither. You should still take it. Грязная куртка. И что она делает, грязная куртка? Ага.
довольно продолжительное время трепали стихи. Она покрыта птичьими пометами из-за бог знает каких естественных процессов, совершенно задеревенела, невозможно даже определить изготовитель. Ну, короче, можно постирать будет. Как-то и сделать из нее нормально. Офигеть, тут бутылок. Сколько у меня бутылок уже? $14 бутылок. Я не помню, сколько там, за сколько бутылки продаются. Блин, 100 уже. Похоже, недавно какие-то бродяги покрасили этот брезент красным. С него капает вода. Очки мегаботан. Энциклопедия. Раскрой внутреннего ботаника. -1 восприятие от адских очков мутит. Платные весы. Ими уже лет 10 никто не пользовался. Карточка. Урон, окей, это импровизированный навес. Бродяги пытались обустроить пирс, чтобы жить здесь. Этот брезент не спасает ни от дождя, ни от снега, ни от ветра. Блин, у меня такое ощущение, что меня орет очень сильно. Давай посмотрим, что у меня здесь по записи. Вроде нормально, ладно, давай дальше. Ладно, я, наверное, сейчас вот тут досматриваю вот эти все места. Всякий лут собираю и уже выхожу. Большая канистра из-под вина, открытая и пустая. Вот, друг, здрасте, вы спите? Чё? It's awful and familiar. Это труп? It doesn't help. You can still smell it. Don't you recognize it? That hideous pungency, that faintly cloying sweetness. It is death. It must be. The lieutenant has already brought a handkerchief to his nose. Угу. Труп. Осторожно, доски выглядят прогнившими, ненадежными. Ё-моё. Так, давай. Этот платный бинокль не работает уже много лет. Блин, только хотел закончить, а тут на тебе. Так, стой. Еще что-то есть? Давай сначала с трупа начнем. Отстань уже от бинокля. Лучше поддержать... Лучше держись покрепче. Ветер такой сильный. A man lies on the boardwalk, his limbs bent and neck turned at an unnatural angle. Right next to him is an empty bottle of spirits. In his cramped hand, a chewing gum wrapper. The smell is not as bad as a 2-week-old corpse, but it's definitely heading there. Hold on. Лейтенант присаживается на корточке возле трупа и внимательно осматривает лицо. Мертвец равнодушно пялится на него выпущенными глазами. Он встает и южится от задувающего под куртку ветра. Нужно выяснить, что случилось. Если бы не был закрыт шлюз, мы бы все пришли, он бы не умер. This is your job. Steel yourself. Calm now. Carefully. Just another day. Just another dead body. Breathe. Осмотреть одежду мертвеца. Mud-caked boots, beige trousers, and an old brown leather jacket with a bright blue lining.
There are traces of kebab sauce on his chest. The leather jacket suits him well. It must be custom made. He finds some sunflower seeds and a rain-soaked library card folded into two. His jacket feels sodden and heavy under your hand. Good. We should take a look at that library card after this is done. Осмотреть самого мертвеца. Has fallen through a crack in the boardwalk and hit his head against the metal bench. Coagulated blood covers his black hair. One of his feet is still dangling through the hole. Понятно, как он умер. A bad fall. It might have been dark outside. This place is a minefield in the dark. His expression is dull, like the sea behind him. Drops of water shining on his moustache. His eyes, empty and wide, look frightening in their frozen gaze. Height, 170 to 175 centimeters. Curly hair, stout build. Age, approximately 50 to 60 years. He was confused when he died. Confused and alone, most likely. Overcome with the awful surprise of it all. Изучите окружающую There's some обстановку. dried blood on the metal bench, right where the corpse's head rests. The floorboards are rotten and slippery wet around the hole. An empty bottle lies nearby. A chewing gum wrapper is clutched in his fist. The entire boardwalk creaks in the wind. There's some dried blood on the entire boardwalk creaks in the wind as you take a step. Знаете, я, наверное, сделаю небольшую интригу. Или, подожди, или... Мне вот интересно. Друзья наши, эти криптозоологи, они свалят? Мне просто... Как? Я просто сейчас думаю уже не по... Короче, думаю по логике, как лучше сделать. Типа, если мы можем... Это Ноланд Ван Сен, неудачная модель. Думаю, просто если криптозоологи здесь, и они здесь останутся до конца ночи, то лучше поговорить с криптозоологами, там, с трупом, без разницы. Но если они исчезают, то лучше, конечно, с ними поговорить. И потом уже изучать труп. Ну ладно, разберемся с этим в следующей серии, в следующем стриме. Я думаю, на этом я пока закончу. Но пока интересно. Новая территория. Ну, пока мы идем по бабочкам. Основной сюжет будет продвигаться, когда мы выполним проверку на трепет там. Я так понимаю, в тех дверях мы пройдем, там будет Руби, мы с ней поговорим, там обсудим, короче, что и как, ее арестуем или не арестуем, в зависимости от выбора. Потом мы вернемся к Титу, доложим ему, что и как. После этого надо будет осмотреть другие места, которые у нас остались. Мы их осмотрим, узнаем, кто убийца, вернемся, короче, раскроем историю. Я так понимаю, вот так оно как-то будет. Но вот относительно побочных заданий еще дофига. По побочкам я пойду так, что я сначала поговорю с криптозоологами, после этого осмотрю труп. Хотя, если криптозоологи остаются, то может быть сначала пойти поговорить с пьяницами, потом прийти поговорить с криптозоологами, затем осмотреть труп, и затем пойти к мусорке. С мусоркой все сделать. Попрощаться с Кимом, и пока будет время, пойти и гулять с Лильен. Ну а там еще и в церковь прийти, в церковь взять задание. Я знаю там, что есть задание в церкви на танцы, по идее. Ну что-то там сделать, чтобы можно было потанцевать в церкви. Это я знаю чисто, это общее. Это зафорсившаяся фигня. А также... Не, ну другие побочки я не знаю. Ну, труп пролетариата, короче, члена
Короче, вот этого чувака, короче, нужно понять, что это за квест. Что у меня вообще по квестам тут? Определить, откуда был сделан выстрел. Найдите Морвал, это нашли, найдите свою критическую птицу, там надо читать книгу, найдите орудие убить. Кстати, сейчас хочу проверить. Если она еще, если еще не закрылась, я пойду куплю книгу сразу. Денег дофига. Заодно почитаю потом книгу, посмотрю, что она дает. Ой, блин, дети уже все, дети уже спят. Дверь закрыта, уже поздно, пора укладывать детей спать. Ага, а Лилиан здесь. Hi, the sea's gonna calm down soon. I can feel it. The wind is turning southeast. What's on your mind, officer? Что? Я нашел место хорошее. Че, рядом с утопленной мотокаретой и свидание устраивать? Гениально. Лучше не придумать. Если... Так, мне кажется, что она уже закрыта, библиотека. Скума. Скольки она там написана? Нет, не написано со скольки. Очень интересная игра, мне нравится. Так, сейчас продам все бутылки, посмотрим, сколько мы получим. Что? В окне видны желтые розы, но это совершенно не те цветы, которые кто-то принес к классе. Угу. The tear machine stands in the corner. A sign says, one bottle equals 4 bottles clunk into the machine, and the money appears with a satisfying jingle. Не 14 бутылок, я там еще находил одну бутылку, да, я думаю, у меня 13. В классе на крыше, кстати. Быстро проверю, чтобы понимать. Просто мне что подсказывает, из-за того, что я на нее надавил, она очень сильно захочет свалить из этого просто места. И чтобы больше здесь никто на нее не это... Какой бас тут бьет по ушам. Да, она здесь. Прикольно. Так, сейчас сохранюсь. Пытаюсь не поговорить, что... I was just thinking, what a nice evening it is for taking part in a murder investigation. Я нашел ваш буй, в нем ничего не было, лишь морская вода. Did you take the documents? No, of course not. As I said, it would have been too risky for me to use those documents anyway. My employer gave them to me. In truth, I should have destroyed them. She doesn't seem to be lying. She's genuinely spooked by their disappearance. Боюсь, вам может угрожать опасность. Yes, I am. Regardless of who took the documents. It was probably just an accident. I was worried I'd been too careless with the latch. The documents were probably just washed away. Не. Я сейчас загружусь, я завтра уже... Ой, зачем я загружаюсь? Я ж... Господи, зачем я это сделал? Я не понял, но... Окей, сохранить. Все, на этом я заканчиваю. Прикольно. Сегодня неплохо. Довольно-таки интересно. Но не основной сюжет. Да и в принципе тут не все основной сюжет там едино. Здесь побочки классные. Читать одно удовольствие. Хорошо, спасибо всем, кто был, кто будет смотреть записи. Всем удачи, всем